Всем привет, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро, прогноз на будущее. Мы его проведем в стиле цыганское гадание и посмотрим, что было, что есть, что будет в вашей жизни. Что по судьбе, на что настраиваться, на какие события. Вы получите советы, подсказки, инсайты и знаки судьбы на ближайшее будущее. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. И посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что было в вашей судьбе, что задает, так сказать, темп. Да? А была у вас корица, да? Что такое корица? Это страсть, как минимум. Были отношения, были чувства и даже, может быть, были очень страстные желания и страстные чувства. Давайте посмотрим, с чем это было связано. От чего-то вы страстно желали. Да? От чего? Давайте разбираться. Желали вы, как минимум, отношений. Вот таких вот, которые по второй чакре развиваются. Желали вы мужчину. Может быть, какую-то женщину тоже, да, отношения тут. Это отношения того самого характера, которое на букву «С», да. И желали, может быть, восстановить эти отношения. Все-таки пашет о новых отношениях или об отношениях, которые вы бы хотели укрепить и поддержать в них огонь, да. Эти отношения часто, эта карта часто говорит об отношениях с мезальянсом, где один из партнеров помладше или, может быть, вы хотели более серьезных отношений, поскольку, это инфантильность, а вам бы хотелось, может быть, чего-то посерьезнее, да, а может быть, даже и погорячее. Вы поставьте на паузу и напишите, вы хотели посерьезнее или погорячее, пострастнее, да. Что еще было в вашей жизни? Знаете, вы надеялись очень на эти отношения, на этого человека, и у вас, может быть, какая-то была интересная идея, и вы ее страстно хотели. Потому что это полезное, то, что вы чем вы горели, оно приносило вам пользу. Давайте посмотрим, в чем суть пользы заключалась. Какой бонус, какая выгода у вас была от этого всего. Выгода от отношений, от этой идеи. Может быть, вам кто-то что-то предлагал, какую-то идею, и вы за нее цеплялись. Да? В чем была польза. Вы так во всяком случае считали, что польза будет. А на самом деле до конца не понимали, в чем польза. Смотрите. Суть пользы вам так и не ясна была на самом деле. То есть, если вы были в отношениях, вы до конца не понимали, нужны они вам или нет, будет ли польза или нет. Но сама карта, да, она говорит о пользе, поэтому вы, возможно, просто не поняли смысла, да, или не расшифровали, не понимали, может быть, того, что то, к чему вы страстно были привязаны, оно приносило вам пользу. Да? Интересно вот так. Давайте дальше, что еще было. Мы 5 аспектов посмотрим того, что влияет на вашу жизнь больше всего. Смотрите, еще у вас был духовный рост и просветление некое, да, то есть как-то вы развивались, да, и даже если вы страстно хотели развиваться или пробовали развиваться, может, у вас не до конца получалось, или вы страстно хотели развивать эти отношения, у вас тоже вы не видели смысла где-то. Понимаете, вот здесь польза была, а смысла не видно было, да. То есть, по сути, польза где-то была заложена гораздо глубже, нежели вы могли догадываться, да. И давайте посмотрим, в чем был суть или в чем была суть роста и просветления для вас. Да? А суть была роста и просветления в материнстве, в том, чтобы возле вас была женщина, если вы мужчина. Материнство, понятно, больше для женщины, а вообще суть духовного роста и просветления в красоте, в гармонии отношений, как минимум, да, и в естественности. То есть, по сути, если вы искали смысл в чем-то, то вам не нужно было искать смысл, а вам нужно было ловить красивые моменты того, что было.
или того, что ушло, да, то есть у вас на самом деле, ну вот пока что то, что я вижу, вы не до конца понимали, вот, или не до конца осознавали прекрасности мгновения, прекрасности момента, да, вот этого вот не хватало у вас немножко, да, вам. Ну и может быть все-таки здесь вы не понимали чего-то в отношениях и не понимали, возможно, для чего вы есть мама, ну, как бы суть материнства. Ну и, может быть, не до конца понимали, нужен ли ребенок в этих отношениях, да. Тоже такие моменты здесь можно посмотреть. Это общий расклад, я даю максимально широкое толкование. Дальше был у вас период такого, ну, знаете, как вселенского кайфа, да, то есть это мира, покоя, расслабленности, то есть вы могли быть в таком состоянии, где, ну, действительно, вот жизнь проистекает и не нужно напрягаться, да, по поводу чего-то. Давайте посмотрим, что вам давало возможность быть умиротворенным, расслабленным и спокойным человеком, да, что вас расслабляло больше всего. Ну, действительно, здесь спокойствие и уравновешенность разума. Я вам так скажу. Когда вы человек горящий и страстный, вы немножко безбашенный и неспокойный. Вот вам горящая страсть, она не контролируется вами. А здесь действительно мир, расслабление и спокойствие, есть весы, по сути, это умиротворенный разум. Ну, по сути, знаете как, вот здесь вот это не понимание, а вот здесь понимание. То есть, как бы вы часто не понимали чего-то, и, может быть, где-то были неспокойны, да, вот это неспокойствие все-таки. Но когда вы что-то понимали, вы становились спокойным человеком. Но особенно если вы женщина и если вы мужчина, и это касается женщины. То есть, когда вы эту женщину понимаете, вы спокойны. И вы не кипятитесь, как мужчина. Да? Ну и может быть женщина, когда понимает какого-то мужчину, она спокойно становится, допустим, ну, в ресурсе, как мать. Да? То есть материнский ресурс, он в спокойствии на самом деле. Да? В статичности. Ну, давайте еще посмотрим, что было. Ну, как минимум, мама для вас имеет огромное значение, кстати, добавляю еще здесь. И она вас, ну, по идее, должна была бы успокаивать здесь. Окей? Особенно, если мама телец, или весы, или земной знак, или воздушный. Ну, давайте еще посмотрим, что было. Ну, и здесь была соль, да. По соли у нас это как бы защитная карта всегда, да, вот я, допустим, когда делаю обряды, ритуалы, я использую соль одним из проявлений материи, да, земли, то есть соль, ну, это соль обычно о защите, да. Ну, вам нужно было хранить что-то, или сохранить, или защитить что-то, да, как минимум, да. Давайте смотреть, а что вам нужно было сохранить или защитить. Сохранить или защитить. Ну и, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Знаете, вам нужно было сохранить и защитить мужчину, как минимум. Может быть, это сын, может быть, это муж. И мужчину, вам не нужно было отпускать мужчину куда-то в какую-то поездку. Вот. Или... Больше я здесь ничего не дам. Это ответственность и ответственность за принятое решение. По сути, может быть, вы не встали на пороге у человека, который куда-то отправился в путь на самом деле. И, ну, это, может быть, как-то повлияло на настоящее, как минимум, а может быть и влияет на будущее. Мы посмотрим, как эта вертикаль проиграется. Поэтому какие границы, да, вам нужно было, или что вам нужно было сохранить и защитить человека, который куда-то едет или отправляется в дорогу, да. Может быть, себя не сильно защитили, но больше здесь у мужчины все-таки, да, такая карта. Итак, переходим к линии жизни на здесь и сейчас. Что есть сейчас? Я часики переставляю специально. Итак, давайте посмотрим, что сейчас может
или оживляет вашу энергию, да. Вот смотрите, здесь есть страсть, вот эта вот карта, да, корица, и здесь есть паш. Паш — это что может сейчас оживить ваш интерес к жизни. Вот что сейчас может оживить или оживляет, да, или оживляет, или может оживить интерес к жизни. О, здесь, ну, вам, знаете, как минимум, вас может оживить трансформация. То есть трансформация личности, трансформация реальности. Но это еще и алхимия. Алхимия — это эзотерика. И трансформация и магия — это тоже эзотерика. Но я еще так скажу, что бутылка зельем — это иногда еще и искусство. Поэтому давайте смотреть, что за аспекты могут оживить ваш интерес к жизни. Что тут еще может быть? Знаете, вам просто нужно заняться уютом в доме, да, то есть какое-то искусство или какая-то магия собственного пространства, собственного жилья. Я вам скажу так, вот это еще защита пространства, вот эта карта соль, а здесь это искусство защиты пространства. Вам, знаете, как вам нужно поставить новый забор, новые двери, новые окна, то есть отремонтировать свое жилье и вообще заняться своим жильем. Вот вам нужно подумать о том, как и где вы будете жить, в каком доме, в какой квартире, на каком этаже, в какой стране, с кем, да. Но именно о жилье. То есть жилье может стать отправной точкой для того, чтобы вы начали новую жизнь, да. То есть даже вот однокомнатной квартиры вам хватит. Если вы думаете о каком-то дворце, ну, в принципе, вам дворец, наверное, по этой карте не нужен. Вот напишите мне, вам нужен дворец или нет, или вам хватит там обычной квартиры или обычного маленького домика. Но смотрите, вас может оживить тепло внутри и поддержание внутреннего комфорта во внутренних границах. Ну и пока что, возможно, вам не нужно торопиться, прям торопиться, кого-то в эти границы впускать, пока вы не ощутите, что огонь горит стабильно и вам хочется погреться у камина с кем-то вместе. Окей? Хорошо. Сейчас я хочу ответить на вопрос. На самом деле, почему вы не видите сейчас пользы от того шанса, который вот мы оговаривали вот здесь? Это могут быть и отношения, это может быть что-то с ребенком, или что мешает вам открыть глаза на реальность, чтобы с пользой посмотреть, с пользой дела посмотреть на реальность. Что мешает вам, да, или почему вы это не можете сделать, или вам это трудно сделать. Вы, может, можете, но трудно. Ну, смотрите, здесь вам нужно двигаться вперед на самом деле, но вы не двигаетесь по этой карте, а вам нужно двигаться вперед. Есть некий страх перемен у вас. Когда-то, возможно, были какие-то серьезные перемены, и вам они легли не очень, знаете, не очень light, как говорится. Поэтому почему вы боитесь? Потому что вы человек немножечко такой на данный момент. Я не говорю, что вы априори такой. Вы на данный момент консерватор, да, то есть вы не хотите ничего менять, но как минимум вы не готовы ничего менять. И для того, чтобы посмотреть на жизнь новыми глазами или использовать пользу, вам нужно совершить переход, переезд. Может быть, от вас кто-то уехал, да, а вы не решились. Или, может быть, вы рискнули на какой-то переезд. Когда-то, да, сорвались с места. Но сейчас вам не очень комфортно, да. Вот так вот. Поэтому, здесь вот очень сложная комбинация. На самом деле ее истолковать, подобрать нужный синтаксис для вас, чтобы вы построили архитектуру реальности для себя в своем мозгу, да, очень тяжело. Поэтому вы не видите смысла что-то менять. Вы больше статичный человек. Хотя, вот это как минимум сейчас. Мы смотрим на здесь и сейчас. Ну и с чем связано движение вперед? Вот что вам надо менять? Давайте вот так зададим вопрос. Что вам нужно менять? Есть такой момент, что вам не нужно менять, а что вам нужно менять, да? Давайте посмотрим сперва, что вам сейчас нужно менять.
Вам нужно сейчас поменять свою зону комфорта и отношения с мужчиной, который, может быть, закрылся в себе, выпивает или живет для себя. Услышьте это. А вот теперь-то мы как раз и посмотрим, а что вам менять не нужно. Вот это статичная карта. Ну, особенно если вы как зритель женщина или как мужчина о женщине, да. Что вам менять не нужно. Вы знаете, оставайтесь спокойным человеком. Оставайтесь спокойным человеком. Это, знаете, как keep calm, да, на английском, английскую. То есть вам не нужно менять свое спокойствие. Вот вы правильно идете, допустим, путем медитации, если вы медитируете, или каким-то духовным ростом. Смотрите, здесь гриб, духовный рост и медитация. То есть вам не нужно нервничать, переживать, дергаться и делать что-то быстро. Да, вам нужно двигаться, вам нужно менять в своей жизни, но эти процессы должны быть медленные, неспешные, да. Вы же не можете на лодке грести веслом очень быстро, да, там как глиссер, да, плыть быстро. Вы можете это делать только медленно. Хорошо, что может укрепить ваше спокойствие, ваш душевный, духовный рост, да, духовный рост именно, да, рост духа, укрепление духа, я имею в виду. Любовь к себе, прежде всего, это о границах. И со временем подбор той своей половины к себе, да, того мужчины или той женщины, с которой будет тепло в доме, да, вот именно тепло в доме, комфорт, уют. Українською це затишок, да, затишно має бути. Окей, хорошо. Давайте посмотрим сейчас. Есть вот у вас некие размышления по поводу, как расслабиться, да, может быть, как провести время ближайшее, как отдохнуть. В чем суть и в чем может быть отдых для вас, да, вот как вы можете отдохнуть и получить максимум энергии, чтобы восстановиться, да, может быть, где-то это у меня такое вообще как выздоровление, что вам поможет исцелиться и выздороветь, да. Ну, вам нужно продолжать думать, продолжайте тренировать свой мозг, то есть вам нужно решать всякие задачи математические, кроссворды, судоку, шахматы, шашки, карты, то есть вот такое, чтобы мозг работал, да, и вам нужно вот по сути, вас исцелит ясность ума и концентрация на какой-то, ну, на каких-то простых задачах, давайте так скажем. Ну, например, научитесь играть, например, там, в шахматы, к примеру, да, я не говорю там, или в покер, или научитесь там судоку разгадывать, ну, что угодно, да, то есть нужно нагружать свой интеллект, свой разум. Ну и помните о том, что здоровый мозг — это здоровое тело всегда, да. Ключ у вас в мозгах, в голове. Хорошо, ну и что это сейчас может ускорить? Кто, что там, как это можно ускорить? Ну, здесь смерть. Здесь немножко страх может вас подгонять, да, к чему-то. То есть вам нужно как минимум бояться отупеть, давайте так скажем, не тупейте. Поменьше смотрите просто телевизор, передачи, да, а смотрите что-то развивающее, читайте много, фантазируйте, двигайтесь. Если вам нельзя быстро двигаться, двигайтесь медленно. И не бойтесь медленно менять свою жизнь. Всегда помните о 13-м аркане. И помните, что каждый ваш прожитый день — это вызов 13-му аркану, а 13-й аркан всегда находится за вашим левым плечом. И помните о том, что... Помните, я говорил о моментах, да, о том, чтобы ловить момент. Так вот... Наслаждайтесь каждым моментом жизни, любите себя, да, и пробуйте так, чтобы вы любили самое близкое пространство к себе, и тогда вот, вы будете четко понимать, что каждый миг, да, дает вам стимул жить. То есть, по сути, как бы, ну, ключ к вашему исцелению есть любовь к жизни и стремление жить во что бы то ни стало, да, вот просто полюбить жизнь, да, для себя как минимум, и выстраивать из этой концепции
что-то маленькое, но красивое очень, да, очень красивое. Ну, пусть это будет красиво в ваших глазах, да, это не должно быть идеально красиво, это просто может быть красиво, так как вы видите, это уже очень хорошо. Это вам плюсик. Хорошо, давайте посмотрим, что вам стоит, куда вам стоит вообще, вот стоит вам за границу. Смотрите, здесь граница, а здесь переезд. Вам стоит за границу сейчас или нет? Вот ответим на вопрос. Вам нужно переезжать сейчас, менять место жительства, страну, да, в плане, ну все задолбало, хочу угнать отсюда, да. Смотрите, здесь шляпа ведьмы, но она о тайне всегда и о власти, и о традициях. Ну, я вам так скажу, пока что, если вы это и будете делать, то это нужно хранить в тайне от всех. Да, то есть нужно это, не нужно. То есть если вы собираетесь менять место жительства, я бы сказал так, не рассказывайте никому об этом. Если хотите переезжать, переезжайте, но тайно. То есть любой побег нужно тщательно готовить, а в вашем случае его нужно еще и держать в тайне. Ну и здесь такое, здесь на самом деле о власти, то есть все в ваших руках. Вы еще можете и переехать, и поменять место жительства. Ну давайте посмотрим, может быть еще что-то, да, какой-то есть ключик. Какой-то есть ключик, а ну-ка. Если вы и переедете, то пока не торопитесь. То есть вам можно переезжать, но не скоро. Окей? Услышите вот это вот. То есть отложите переезд как минимум до Водолея или на годик, два, а то и больше. То есть когда-нибудь вы переедете, у вас эта возможность будет. И этот вопрос вас сейчас беспокоить не должен. Договорились? Договорились. Итак, а теперь мы переходим к самому такому жирному, да, нашей третьей части. Что будет? И теперь что будет в вашей судьбе? Настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. И давайте смотреть первый аспект, который вас ждет совсем скоро. Ну, опять идет алхимия, кстати. Здесь у вас вертикаль алхимия, и вас ждут заклинания. И какое-то вызревание чего-то магическим путем. Да? Что это такое? О чем это речь? Ну, будут сбываться ваши мечты на самом деле. Но будут сбываться самые скромные мечты и самые осознанные, трезвые мечты, которые вы четко осознаете, для чего они вам нужны. И давайте посмотрим, какие мечты будут сбываться или могут сбыться в ближайшее время. Какие мечты будут сбываться в ближайшее время? Смотрите, вы решите какой-то очень скользкий вопрос. Вопрос с кражей, вопрос с обманом. И вы выведете какой-то вопрос на чистую воду. Особенно если это касается мужчины, женщины, отношений. Решите вопросы с документами, с государством и, может быть, с какими-то моментами, которые связаны с мечами. Это государство, военные силы, збройные силы, да, и, может быть, что-то связанное с криминалом и с полицией. В ближайшее время этот вопрос вы сможете решить. Ну и позаботьтесь о крепкости ваших окон и дверей. Ну, тут такой месседж. Почему? Потому что здесь квартира, здесь кража, и, ну, как бы лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть. Кстати, загадывайте желание, а я пока потасую карты. А теперь я хочу спросить у вас, какой мужчина вам по судьбе? Почему? Смотрите, рядом любовь. Вот это как будто бы обман, чтобы вы себя не обманывали, да? Ну, что карты могут сказать, да? Чтобы вы не были как бы в розовых очках. Вот мужчина, а вот любовь. Особенно для женщин этот вот будет. А здесь будет, ну, что-нибудь про любовь посмотрим, да? Какой мужчина вам по судьбе?
Ух ты, а здесь хрустальные шары, вам нужно гадание, да, именно. То есть вам может сказать об этом гадалка, таролог, ясновидящий, там, шаман, да, или там маг какой-нибудь, или ведьма, да. Ну хорошо, все равно на гадание вы можете это открыть. Ну, если вы хотите там лично смотреть, это уже отдельная, да, как бы история, это уже вы будете сами решать. Ну, давайте как раз мы в гадании находимся, вот, давайте посмотрим, может быть, хрустальный шар и скажет, какой мужчина по судьбе. Король кубков, поздравляю женщин, которые настроились на поток, и этот мужчина, он скорпион, рыба и рак. Ну, это такой волнующий мужчина. Немножко он нестабильный, конечно, и очень часто нервомот, особенно если скорпион. Но, тем не менее, этот мужчина на самом деле очень чувственный, нежный, чуткий, заботливый и, знаете, как бы он не был эмоционален, но он может быть стабильный, если действительно умеет контролировать или стремится контролировать свои эмоции. Смотрите, здесь чаши, скорпион. Но как бы единственной его проблемой могут быть склонность к алкоголизму, ну и рядом вот такая вот у него есть тенденция обращать внимание на других женщин, поэтому держите ухо востро. Давайте посмотрим. По судьбе вам действительно чуткий король червовый мужчина, король чаш, скорпион, рыба, рак. А вот давайте посмотрим, а сможете ли вы быть с ним как две половинки? И при каких условиях? Смотрите, здесь очень сильно влияет рефлексия, психология. И действительно, смотрите, зеркало, как две половинки, да, один другому зеркалит. И самоанализ. Смотрите, здесь все будет зависеть от вас, лично, как мужчины или как женщины, да, ну, больше как женщины, потому что мы-то на мужчину здесь больше акцент делаем. И от вашего внутреннего мира, то есть сможете ли вы рефлексировать с ним, на него, да, или по отношению к нему, и анализировать это, что происходит внутри вас. То есть внутреннее ваше состояние и рефлексия – это, ну, как бы гармоничная рефлексия и внутреннее состояние есть залогом здоровых отношений с этим мужчиной. Но все-таки, да, это зеркало, и есть такой шанс. Здесь как бы намек на психологию. Ну, это вот она опять рефлексия. Здесь и да, и нет, и все зависит от того, как вы можете контролировать свои чувства и реагировать на его чувства и эмоции, да, особенно если этот мужчина не сильно стабильный, да. Но все-таки чаши, квадрат чаш, то есть очень много воды, очень много эмоций и рефлексии, да, прямо. То есть психолог вам, ну, как минимум, да, здесь очень... Смотрите, здесь скорпион. Вот это карта скорпиона. Все скорпион. Ну, тут тоже может быть водные какие-то знаки и так далее. Поэтому здесь очень много воды. И даже водолей, он больше водный, воздушный знак, да, но он тоже к воде относится. То есть это спокойная вода на самом деле, а это болотная вода. Хорошо. Что может помочь в ближайшем времени вам и пережить какое-то очень тяжелое состояние, да, может быть, спасти отношения, может быть, спасти свою жизнь. Что вас может спасти в ближайшее время? Давайте посмотрим, что вас может спасти в ближайшее время. Ну, смотрите, вас спасет жаба. Ну, жаба — это как минимум нужно будет позаботиться о ком? О себе, конечно, любимом, красивом. Но это деньги. То есть вас спасут деньги, богатство, изобилие или ваши ресурсы. И вам нужно будет грамотно распоряжаться своими деньгами, своим богатством для того, чтобы купить, в прямом смысле слова, себе жизнь. Вы будете себе покупать новую жизнь, новое будущее. Ну, может, купите однокомнатную квартиру, к примеру, да, может быть, купите маленький бизнес, может быть, купите какой-то себе рецепт лекарства, да, и это уже будет первые инвестиции в ваше будущее. То есть вы будете покупать. Давайте посмотрим, что именно, да, что вы будете такое покупать в ближайшем будущем. Что вы купите в ближайшем будущем себе и что спасет вас. Ой, вы купите себе инструмент, вы в нем сомневаетесь,
нужно вам покупать или нет этот инструмент. Может быть, какие-то семена или инструменты, но вы купите то, чем именно вы будете выращивать свое будущее. Ну, это может быть что угодно на самом деле по этой карте. Это карта сомнений, да, семерки, все идут. То есть, по сути, это может быть покупка того, чего вы мечтали, или инвестиция туда, куда вы мечтали. Вы еще пока сомневаетесь, но, скорее всего, судьба так распорядится, что вам придется это сделать. Ну и давайте посмотрим теперь, какой самый красивый подарок в ближайшем будущем готовит для вас судьба. Смотрите, какой красивый подарок. Какой красивый подарок. Или шикарный готовит вам судьба. Смотрите, здесь действительно судьба что-то готовит. Какой-то выигрыш и возможный шанс. Да, вы можете даже рискнуть, может быть, даже где-то жизнью рисковать, да, но вам судьба готовит сюрприз и выигрыш, да. А давайте посмотрим, какой. Давайте посмотрим, какой сюрприз и выигрыш готовит вам судьба. Ой-ой-ой. Выпали 3 карты. Давайте их расшифруем. Первая карта. Нет, 2 карты выпало. Это была у нас. Вы спасете себе жизнь. Может быть, еще и родственникам своим. И вы сможете сберечь самое ценное, что есть у вас. Это может быть даже и ваши животные близкие, может быть ваши родители, а может быть ваши дети, может быть муж или жена. Но вы убережете от чего-то плохого, может быть даже от смерти, что-то очень ценное, и за это высшие силы обязательно вас вознаградят. Но очень скоро вы можете сорвать очень большой джекпот. Поэтому рискуйте, и судьба обязательно подарит вам вознаграждение за то, що ви дослушали этот розклад до кінця. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе і Всесвіти, які оточують вас. І пам'ятайте, що якою б не була безмежною, яким би не був безмежним Всесвіт, обов'язково для вас в якомусь куточку цього Всесвіту є, існує або існує шанс на виграш. Ви обов'язково переможете, виграєте, і це безумовно підтверджує 10 пентаклів. Все буде добре і до зустрічі. Па-па.